Вин Дизель когда-то делал игры, в каждой из которых он исполнял главную роль. Основанная им лично студия Taigan разработала 3 игры по Риддику, Форсаж, Перекрестки и Wheelman, который на первый взгляд кажется уникальной идеей, но копнув чуточку глубже, понимаешь, что это клон GTA с Вин Дизелем в главной роли. Звучит уже интересно, хотя мы еще не начали. Эй, я водила. Это творение самое что ни на есть настоящее воплощение фильма в игре. И это скорее минус, чем плюс. С первых же секунд геймплея игра начинает нас удивлять чем-то поистине кинематографичным. Например, на ходу ты можешь делать резкие рывки в стороны, тараня при этом врагов. Для этого вам всего лишь нужно представлять в голове, что вы машина, и делать рывки в стороны в такт игре. Ну, или просто нажимать на стрелочки, если вы из этого типа игроков. Мы играем за полицейского под прикрытием. Подожди, я же сейчас спойлернул по сути. Так, а зачем дальше смотреть? Не-не-не, давай заново. Мы играем за Майла. Я водила. А у водил, как мы знаем, в список обязанностей обычно не входит пункт убийства других людей. Поэтому, начиная с первой же миссии, в которой за нами гонится вся полиция города, мы не убиваем полицейских, а нежно подталкиваем их к тому, чтобы за секунду до взрыва машины из нее выйти. И вот, когда Peugeot 406... И вот, когда Pontiac с номерным знаком Mortal Kombat заезжает в узкую улицу, ему не дает проехать фургон. Что ты творишь? Это же бронированный грузовик. Не хочу показаться пессимистом, но я чую здесь ловушку. Сдаем назад, расталкиваем копов, перепрыгиваем дорогу, проезжаем сквозь офис и едем дальше. Ничего интересного. Главный герой еще даже ни одного слова не произнес. И когда полиция магическим образом куда-то исчезает, мы меняем наш Pontiac на Pontiac. То есть на Жигули, и едем в автосервис Хавал. Тут-то и происходит кульминация всей сцены. Майло начинает говорить. Что касается меня, всегда ясно, где я. За рулем. Ой, лучше бы ты продолжал молчать. Твоих советов не спрашивали, Young Facts. А вот подписаться на твой канал точно стоит каждому. Ну, и раз уж сам Вин Дизель того велел, то, пожалуйста, его не огорчайте. А это что такое? Луми Вега. Какое-то дело на эту женщину? Мы что, полицейские под прикрытием? Вот таким ленивым и неинформативным способом нам раскрывают всех персонажей, появляющихся перед нами в течение игры. Читать все это ужасно неинтересно. Поэтому перейдем к факту, что в игре открытый мир, в котором поначалу делать особо и нечего, но со временем начинают появляться всякие дополнительные задания, благодаря которым в открытом мире все равно делать нечего. Ведь он пустой, неживой, и сети активностей никак особо и не привносят в него какого-то разнообразия. Но проходя эти доп. Задания, ты можешь улучшать свои навыки, прокачивать стрессоустойчивость машин, открывать тайники с оружием в городе, точки перемещения и гаражи, и это все равно никак не добавляет жизни этому городу. Но в нем все же есть несколько интересных элементов. Моими любимыми местами в игре всегда были здания, сквозь которые можно пролететь на машине, офисы, магазины, надземные и подземные переходы. И хоть их было совсем немного, кинематографичности это все равно добавляло знатно. Барселона. Именно такой город решил воссоздать в своей игре Вин Дизель. Я Майло. И раз это реально существующий город, то и достопримечательности в нем тоже настоящие. В чате на стриме даже нашелся человек, который был в этом городе, и он провел нам небольшую экскурсию, на которой мы сравнили игровые достопримечательности с настоящими. Повернув свою голову направо, вы увидите Саграда Фамилия. Это католический храм, разработанный архитектором Франциско Дизель Вином. Также храм называют самым известным долгостроем во всем мире, ведь он начал свое строительство еще в далеком 1882 году. И даже если бы сейчас был, допустим, 2025, а не 2009 год, он все равно был бы все еще недостроен ввиду огромного количества трудностей в его реализации. А повернув свою голову налево, мы видим пристань, где люди любят наблюдать за морскими боями, которые происходят в игре Мир
Мир кораблей. Это масштабная онлайн-игра про морские сражения, где игроки управляют военными кораблями 13 наций и 5 классов. Каждый класс имеет уникальные тактические возможности, от скоростных атак эсминцев до мощных орудий линкоров и воздушной поддержки авианосцев. Игра сочетает детально проработанные визуальные эффекты и высокую оптимизацию. Она запускается даже на рабочих ноутбуках, поэтому это идеальный способ отдохнуть после тяжелого дня. Здесь не нужно быть киберспортсменом, чтобы получать удовольствие. Если ты еще не в игре, то сейчас лучшее время начать. Ведь всех новых игроков ждут бонусы на сумму 20 тысяч рублей. Это премиум контейнеры, дни премиум аккаунта, гора ресурсов и главное мощный крейсер 9 уровня Свердловск. Сотни призов ждут тебя. Заходи по ссылке в описании и скачивай Мир кораблей. Достопримечательности Барселоны заканчиваются, а тем временем наш главный герой блокбастера, как дизельный бульдозер, с самых низов пробивается в криминальные круги этого города. Ты кто такой, мать твою? Естественно, если ты просто так завалишь в гости к каким-то бандосам и направишь ствол к голове их главаря, то дело явно ничем хорошим не закончится. Только, конечно же, если эта игра не про Вина Дизеля. Нормально, что у них банда из скольки? 6 людей? И у одного чувака ствол, он схватил, и его никто просто не пристрелил в моменте. Это нормальная тема вообще, нет? Ему удалось выйти из воды сухим, и буквально в следующем же задании он везет этого же бандоса на заднем сидении машины, как ни в чем не бывало. Но Фелипе оказался смышленым парнем, и спустя 10 минут поездки наконец-то понял, кто за рулем, разозлился и зачем-то вылез на крышу машины. Майло все детство играл в GTA San Andreas и от души покатал дурачка с ветерком, представляя, что он такой же крутой, как его кумир. Но он не учел одного, что GTA это игра, а Вин Дизель все же из реального мира. Поэтому в конце задания Филиппе все же вспоминает свою обиду и застреливает Майло. Все, конец игры. Филиппе сделал это явно из-за денег, ведь деньги в игре играют по-настоящему огромную роль. Найдите все 4 пакета спрятанных в районе Хавал и доставьте их по значению. И некоторые из тех самых дополнительных заданий как раз таки позволяют их зарабатывать. И вот к концу игры я заработал... не знаю, сколько я заработал. Просто такому крутому парню, как Майло, деньги не нужны. Ведь ему все достается бесплатно. А вот Вин Дизелю, по всей видимости, даже за деньги не все продают. Ведь в игре есть лицензированные машины, но их всего 2. И интересное решение, когда по городу катаются как реально существующие, так и не настоящие автомобили. Но раз уж в игре все же есть настоящие машины, то давайте пихать эти 2 тачки буквально в каждое задание. Но чё нет-то? Тем более, если все они управляются как одна, причем не очень хорошо. Зато в повороты можно входить приятным, но супер казуальным дрифтом. И даже на переднем приводе, да. И вот, проезжая по очередному закоулку, мы видим Филиппе, уезжающим на мотоцикле. А это кто? Это же Майло! Да не умер он в конце Вилмана, чё, вы поверили, что ли? Он просто в очередной раз увернулся своей пафосной фразой, и все, как обычно, это схавали. Зря. Тебе же хуже будет, Филипп. Вообще, все фразы главного героя звучат каждый раз настолько пафосно, что уже не понимаешь, это он реально такой крутой или просто умственно отсталый. Проблемы? Нет, я просто выиграл в лотерею все тачки на свете. А тебе что? Я решаю проблемы. Весь его кринжовый пафос нулевых заводит его же самого в такие дебри, а расхлебывать-то мне приходится. Часть задания — смотреть за Микки. А ты, дебил, ты все просрал. Да это не я, это все стрельба в этой игре. Ведь она буквально 10 из 10 тысяч. Управление камерой в целом очень странное и неудобное. Сложно описать словами, но оно очень линейное и по ощущениям сравнимо с тем, будто бы ты осматриваешься не мышкой, а стиком геймпада, и это очень сильно усложняет стрельбу. Помимо этого, в игре хоть и есть разнообразие в оружии, но если ты стреляешь в тело противника, то пулемет, калаш или пистолет у тебя в руках абсолютно не важно. Ты все равно в него можешь всадить хоть всю обойму, и он останется жив. Но если ты решил стрелять в
голову, то и тут та же самая система. Только вот калаш уже, да, ваншотит. И это вообще, наверное, единственное более-менее нормальное оружие в игре. Потому что стреляет далеко и метко, в отличие от всех других. В любом случае, как бы сильно не понтовался главный герой, он по итогу не убил ни одного врага. Ведь в игре попросту нет крови. Все наиграно, стреляют холостыми и вообще после якобы смерти все просто ложатся на пол, ждать пока за ними прилетит вертолет скорой помощи. Иначе я не знаю, как описать этот звук убийства. И вот потихоньку мы добрались до моих любимых миссий, на которых с данного момента до конца игры будет строиться практически весь геймплей. Буквально спустя несколько часов игры у разработчиков, видимо, закончилась фантазия, и они решили все миссии растягивать как только можно, ведь задания теперь начинаются в одной части карты, сразу же нужно ехать в другой конец карты, там пересесть на какой-то транспорт и с бесконечным количеством вечно стреляющих в тебя врагов на хвосте, тебе с пробитыми колесами нужно опять же таки через всю карту вернуться обратно. Ну просто... Куда? Вот так вот целых 20 минут мы угоняли грузовик у румын для гангстеров. Ну чё, народ, погнали! Ну ха... И после этого задания сразу же идет миссия, где нужно по всей карте гнаться за полицейским фургоном. Угнать его, проехать через всю карту, зафейлить миссию, и еще раз проехать через всю карту, оторваться от полиции на этом неповоротливом дерьме и загнать его в гараж. А самое главное здесь то, что обе эти миссии смысловой нагрузки на сюжет никакой не несут. Ведь мы типа выполняем какую-то грязную работу для главарей банд, чтобы просто втереться им в доверие. А дальше что? А дальше мы продолжаем втираться в доверие к румынам, у которых только что угнали грузовик, и в награду за это нас знакомят с боссом этой банды. Прекрасно. Думаю, канал и порадовал мой презент. Только они не прощают. Из-за нас они постараются сделать тебе больно. 40 минут. Именно столько я проходил одну из самых долгих миссий в этой игре. Миссия на арене. Внезапно все банды собрались в арене Нур и начали шмалять друг по другу, и все не ради денег. Посреди арены наверху находится тубус с документами, который как туда попал вообще не объясняется, да и что это за документы я тоже не понял. Но наша задача, как вы уже догадались, это перебить вообще всех там, перекромсать, перешмалять, завалить и забрать этот чертов тубус. Отлично, а вот и Сорин, пошли в отрыв. Но вот беда, как оказалось, вы все еще не подписаны на мой телеграм-канал. И поэтому румыны врываются на арену и крадут документы прямо у меня из-под носа. И зачем-то, вместо того, чтобы просто удирать от меня, начинают крутиться по кругу. Так, и что с этим делать? Давайте пока просто расскажу вам про еще один интересный элемент игры. Как я уже говорил, эта игра — это... И поэтому, помимо тарана, на машине есть еще пара уникальных трюков. Первый позволяет замедлить время и расстрелять всех врагов перед собой, взрывая тачки выстрелом одной пули в багажник. И если это еще лезет в какие-то рамки, то трюк «Циклон» вас точно удивит. Ведь он позволяет развернуть на ходу транспортное средство на 180 градусов и также в замедленном действии расстрелять всех врагов. Это поистине. Но есть одно небольшое но. Игра вышла в 2009 году, и я очень удивился, что она спокойно запустилась в 4К и при 300 FPS не имела никаких проблем. Как раз таки до момента использования циклона. Это мем кто-то скинул или это в игре? Это чё? Надо точно ограничивать FPS. Давайте же вновь нагрянем к нашим румынам, и они все еще ездят по кругу. Ладно, тогда придется долго и томительно с ними драться. Вот обязательно так медленно и пафосно идти.
Насколько же это просто смехотворный момент в этой катсцене, что его понты его же к проигрышу и привели. Но стоило лишь пойти побыстрее. Дальше этот персонаж, именуемый как Чо, пытается угнать от нас. Конечно же, через всю карту и заскакивает в метро, где не справляется с управлением, падает с мотоцикла и тот взрывается. Все-таки... В общем, мы его пытаемся догнать, отстреливая бесконечное количество внезапно заспавнившихся врагов, бла-бла-бла, и это неинтересно. И по итогу этот Чел прыгает в вагон метро и садится за руль. Или штурвал, или чем там эти вагоны управляют. А Вин Дизель просто смотрит на это издалека. Молодец. А теперь прыгай на мотоцикл и продолжай погоню. Ведь к этому моменту миссия длится уже более 20 минут. Но управляя транспортом, никогда не стоит забывать о главном правиле вождения. Будь внимательным на дороге. Ну что сделать сейчас? Ой, я отвлекся на чат, я напугался. Я выжил? 5 minutes later. Да сука, я опять на чат отвлекся. Боже, эта миссия была такой тошнотворной. И вот, спустя тонну попыток я пристрелил Че. Он отпускает управление, и не поверите, что происходит дальше. Вагон сходит с рельс. Почему? А тебя это волновать не должно. И Майло пафосно забирает этот чертов тубус. Тубус? Ага, это мы все время за тубусом гнались, я вообще уже забыл. Дальше идет всеми любимая миссия слежки, ведь Филиппе, цитата, что-то задумал. Филиппе что-то задумал, вы должны проследить за ним и все выяснить. И мы должны за ним ездить по всему городу в течение 10 минут. Не без фейлов, конечно же, но по итогу он приводит нас к церкви. Церковь. Oh no. Которая является некой базой этой шайки. И я не совсем понимаю, что происходит дальше, ведь главный герой заходит в нее, опять бросает какую-то жиденькую фразу и уходит. Сейчас тебе нужен самый лучший водила. У меня есть водила. Думаешь, Филиппе для этого годится? Тогда читай «Отче наш». А потом минусует Филиппа. Не без долгой погони на медленных грузовиках, конечно же. Это что такое? И вот искра, буря безумия, и наш главный герой вновь встречается с Луми. И теперь они заодно. Это румынский. Был у Филиппа. Начинается последняя глава игры, в начале которой нам, уже заимевшим связи во всех бандах, необходимо стравить их друг с другом. А сделаем мы это, выполняя задание для каждой из банд. Первым делом я решил поднасрать румынам от лица гангстеров, уничтожив какие-то склады с товарами. Планируешь что-то провернуть на стороне? Ставо, твои дела — это твои дела, а мои дела — мои. А потом я пошел к главе румынов, и они, как ни в чем не бывало, выдали мне задачу поднасрать казиношникам, угнав их тачки, что я и сделал. А после этого я пришел к казиношникам, и они выдали мне задачу поднасрать гангстерам, уничтожив их автосалон. И все эти миссии я, естественно, выполнял в одиночку, светя повсюду своей лысиной, и ни у кого не возникло ни одного вопроса на этот счет. Хорошо. Пользуясь случаем, напоминаю, что все миссии сопровождаются длиннючими поездками и одурять какой сложностью на дорогах. Перецапавшись друг с другом, все банды теперь просят отомстить и выполнить еще 3 подобных миссии. Только теперь уже в обратном кругу. Выполняем. Руиним гангстерские гонки на мотоциклах. Угоняем казиношный фургон с грузом и, боже, угоняем автовоз румын. Я не знаю, это просто самые отвратительные миссии в игре, где нужно через всю карту на каком-то убитом грузовике проехать, не умерев. Это даже не столько сложно, сколько просто действует на нервы и не приносит никакого удовольствия. И именно в этот момент игра меня удивила, ведь в ней, как оказалось, даже есть какая-то вариативность, и теперь мы встаем перед выбором, какую банду уничтожить, и это действительно маломальски да на что-то влияет. Лично я решил уничтожить румын. И поэтому моя ветка событий пойдет теперь таким путем. Самоубийство румынского босса не представилось какой-то интересной катсценой или еще чем-либо. Просто очередная сложнючая миссия, где сначала мы пешком подбираемся к базе главаря. То, чем я обладаю, я создавал очень долго. У меня это никто не отнимет. Что это такое? Эмоций. А потом на машине догоняем его и расстреливаем. И точно так же бы выглядела эта миссия, если бы мы решили уничтожить любую другую банду. Только располагалась бы она в другом месте.
И вот он, тот самый кошмар из детства. Финал. Самая сложная миссия, которую я, будучи мелким, честно пройти так и не смог. И почему-то мне это запомнилось. А прошел я ее только при помощи тренера на бессмертие. Но благо в этот раз он мне не понадобился. Луми атаковали, пока она находилась в церкви, и она просит помощи. Расстреливаем всех восставших мертвецов и прорываемся внутрь. Черт, нет. Мило, я понял. Доверяй только семье. Кровь есть кровь. Сегодня ты сгоришь за то, что сделал с Че. Сожгите их! Всех! Сожгите! Убиваем Густава без каких-либо проблем и эпично вырываемся из церкви на фургоне. Теперь, удивительно, но без хвоста, мы едем к Саграда Фамилия, чтобы уехать обратно. Чего, блин? Нам необходим особый лимузин, чтобы его пропустили на закрытый митинг, на котором находится нужный нам человек, именуемый покупателем. Покупателем чего? Забираем его, и полиция расценивает это как похищение. Теперь, догнав наш фургон, мы на него перепрыгиваем, оставляя покупателя в машине без водителя. Вот тут я что-то уже совсем запутался в наших действиях. Вся полиция города гонится за нами, а Хавьер подготовил ей сюрпризы в виде взрывающихся припаркованных машин, которые своим взрывом забирают с собой еще и блюстителей порядка. После этого легко... Нет, отрываемся от оставшейся полиции и прячемся под ареной, где нас уже поджидают. ¿Dónde demonios está Milo? No malgastes balas con esos idiotas. No hay necesidad. Tengo bastantes. Вновь сложнейшая погоня, в которой нам нужно догнать наш фургон, который угнали бандиты, и у нас это получается. Только есть одно но. Берегись, Луми! Трагичная смерть персонажа. Здесь игроки должны были пустить слезу, по мнению разработчиков. Но я вообще не знаю, кто это, он появлялся всего пару раз в миссиях и вообще почти всегда молчал. Похрен на него, идем дальше. Теперь осталось лишь только продать кейс, который мы все же отобрали у чувака в лимузине. И вместе с Луми, единственной криминальной личностью, оставшейся в этом городе, едем на встречу с покупателем, которым оказывается наш агент ЦРУ. Ты работал на обе стороны. Не на обе, на свою. И типа он нас тем самым предает, из-за чего пострадают невинные люди, а Гала будет отдыхать на Мальдивах. Но не тут-то было. Майло не пальцем деланный и решил пойти в одиночку против толпы. Но из всей толпы в живых оставляет только самого Гала. Полный сюр, как обычно. Но Луми подает нам УАЗ-патриот. Верный, надежный друг. И начинается наш последний заезд, в котором самого Галла догнать невозможно, и попутно спокойным голосом он начинает нам вести какие-то финальные лекции, бесконечно звоня на телефон. Кто ты? Герой с квадратным подбородком. Плюсом появляется какой-то вертолет, который начинает нас просто бомбить. Но все же это героическая игра, поэтому мы совсем справляемся и приезжаем к пристани. Но не тут-то было, ведь Вин Дизель вспоминает, что он отсутствовал во втором Форсаже и решает повторить трюк из фильма, прыгнув прямо на машине в катер.
Я нашла это под сиденьем. Это твое? Да. Полно покупателей. Могла взять от души. Я знаю, но ты не стала. Я должен идти. Я так и думала. Часть работы, да? Твои люди будут меня искать? Нет, этим я займусь. Дальше думай сама. До свидания, Луми. Может, в следующий раз будет проще. Это Майло. Сделано. Груз у тебя. У меня. А что с Галлом? Мертв. Девушка тоже. Чисто сработано. Тут новая тема намечается. Ты нужен нам тут, в Лэнгли. Путь будет долгий. Домашние. Вот что надо после длинной гонки.